Привет! Это новые беспроводные наушники Halo GT3. Несмотря на свои довольно стандартные характеристики, модель получилась весьма интересной. В особенности меня приятно удивил звук. Просто для единственного аудиокодека SBC, который имеется на борту, играют наушники очень достойно. Заказал я их на Алиэкспрессе по цене в $25, и это, наверное, единственный их недостаток на сегодняшний день. Скорее всего, в ближайшем будущем, как это обычно бывает, цена на них упадет, и вот тогда баксов за 18-20 они будут уже очень привлекательными. Halo GT3 поставляются в небольшой картонной коробке в фирменной бело-голубой расцветке. Внутри у нас ничего необычного. Зарядный кейс с уложенными в него наушниками, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки USB-C и краткое руководство пользователя. Корпус зарядного кредла выполнен из черного матового пластика, впрочем, как и во всех наушниках линейки GT. На передней стороне имеется трехточечный индикатор заряда, а сзади под петлей расположили разъем для зарядки. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Петля крышки пластиковая, без доводчика. Сама же крышка открывается на 90 градусов и в таком положении не люфтит, а в закрытом состоянии она фиксируется плотно на магнит. Габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 73 на 38 и на 30 мм соответственно. Вес кейса с наушниками получается 41 грамм, а без 33. Внутри корпуса установлен аккумулятор на 600 мАч, который с 0 до 100% заряжается около 2 часов. Сами же наушники пополнят свой заряд от кейса примерно за час. В каждом из них стоит аккумулятор на 43 мАч. И вот что касается автономности, то на одном заряде при 100% громкости они отыграли у меня 3 часа и 13 минут. Признаюсь честно, результат вполне неплохой, учитывая, что громкости тут, конечно, хватает, но лично мне убавить ее во время прослушивания музыки ниже 100% не хотелось. Но тут я позволю себе уточнить, что музыку я люблю слушать очень громко, и максимума в этих наушниках мне было достаточно. В принципе, если рассматривать последние модели линейки GT, то максимальный уровень громкости в третьей модели находится примерно на том же уровне, что и в предыдущих. Тут разве что только GT XR будут немного потише, процентов так на 10. Как ты мог заметить, данная модель гарнитуры имеет форм-фактор затычек с ножкой, и внешние наушники очень похожи на недавнюю новинку Kusiwai 10, но при всем при этом ножка у Halo чуть длиннее. А вот сама посадка в ухе очень комфортная, комплектные амбушюры в отличие от таковых Kusiwai намного удобнее и создают должный объем, их можно не менять. Управление функциями мультимедиа в наушниках сенсорное и осуществляется тапами. Одинарное касание во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а во время звонка позволит ответить на вызов или завершить разговор. Двойной тап переключает треки. Правый наушник отвечает за перемотку вперед, левый назад. Позвать голосового ассистента можно трижды тапнув по любому из наушников, а вот управление громкостью с наушников, к сожалению, недоступно. Ровно как отсутствует в данной модели опция игрового режима со всеми вытекающими. Задержка в моем тесте в PUBG Mobile составила порядка 400 миллисекунд, что для подобной игры никуда не годится. А вот с ютубом картина уже получше, причем на этот раз помимо теста со смартфоном я подключил наушники к ноутбуку. При просмотре видео звук на слух не отстает, с наушников можно ставить ролик на паузу и возобновлять просмотр, что довольно удобно. И если помнишь, то в самом начале своего обзора я уже говорил, что был приятно удивлен качеством звука. Я не знаю, как они это сделали, но здесь единственный аудиокодек SBC даст прикурить многим своим конкурентам в данной ценовой категории по части звука. Внезапно так получилось, что наушники Halo GT3 играют определенно лучше модели GT5, в которой доступен для выбора кодек AAC. Я даже больше скажу, некоторые бюджетные ТВСки с aptX на борту могут позавидовать такому звучанию. Повторюсь, я не знаю, как это объяснить, быть может дело в посадке или амбушюрах, но звучат наушники по SBC неожиданно великолепно. Завораживающие сознание пэды и еле уловимые отзвуки мид-баса, которые в некоторых наушниках ты даже и не услышишь в электронных композициях, здесь звучат объемнее, за счет чего общая частотная картина ощущается богаче, насыщеннее и чище. Никакой каши из частот здесь нет даже на максимальной громкости. В наушниках очень приятно слушать вокальные композиции. В принципе, я могу даже сказать, что они подойдут под любой жанр музыки. Kusiwai 10 со своими арматурными излучателями здесь и рядом не стоят. Короче говоря, частотная настройка в наушниках просто мое почтение. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этой модели наушников. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Halo GT3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна по традиции. Скорость у меня около 70 км в час. Вот так вот при открытых окнах задувает мне ветер сюда. Искусственно создается такой эффект ветра, да? И, собственно, вот так отрабатывают шумодава при таком сценарии использования. Ну, вот как-то так это работает. Ну
и, собственно, по традиции второй тест с печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум, она будет потихонечку набирать обороты, создавать максимум шума искусственно в салоне, и ты услышишь, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, если ты где-то зимой будешь обогреваться в машине, ехать и разговаривать по вот этим вот наушникам. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Halo GT3 в обычных условиях, в комнате, в квартире. Сейчас я нахожусь один здесь, никто не шумит, кроме ноутбука ничего не работает, он тоже не шумит, он тихий. И, собственно, вот так вот можно прикинуть, как ты будешь разговаривать с кем-то по телефону именно в таких вот условиях, в условиях просто обычной комнаты в квартире. Вот как-то так. Подключение наушников к смартфону происходит по изъятию их из кейса. Ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один оставить на зарядке. Подхватывают связь они довольно быстро, интерфейс сопряжения Bluetooth версии 5.0. По стабильности соединения полет просто отличный. В квартире сигнал спокойно бьет через пару стен и балконную дверь. Да и в целом оставить телефон в комнате и передвигаться с наушниками по дому можно без особых проблем. Даже мелких обрывов при подобном сценарии использования я не ловил. Ну и подводя некий итог, могу сказать однозначно, что наушники Halo GT3 мне очень понравились. Они отлично сидят в ушах и, что самое главное, выдают классное звучание. Быть может, немного подвел микрофон, но при обычных условиях, как ты смог убедиться сам, разговаривать по ним в квартире вполне реально. Что же до всего остального, то окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. Я же со своей стороны постарался максимально подробно тебе все рассказать про эти наушники. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующих моих видео. Пока-пока.